Всем привет, канал Осипология, на связи Женя. Спасибо, что смотрите за нами, спасибо, что подписываетесь на лайв-блог, телеграм-канал. Мы здесь полгода, и можно сделать некоторый анализ. Анализ своей жизни, своей адаптации, анализ адаптации тех людей, которые сюда приезжают. Что касательно нас, мы good, very good. Мы хорошо и очень хорошо. Где-то нам очень сильно повезло, друзья, а в каких-то моментах мы потрудились. Где нам повезло? Нам повезло в том, что мы приехали и нас ждали. Это очень важно. Я говорю об этом во всех видео. Нам повезло с тем, что меня приняли сразу на хорошую работу. Это два случая, когда действительно судьба и жизнь так нам дала авансом. Где мы потрудились, да? Мы потрудились в том, что мы не бросили заниматься YouTube, мы не бросили заниматься лайв-блогом, которого мы начали, когда сидели в машине и нас везли в аэропорт в Санкт-Петербурге. Мы поняли, что мы всем не можем поодиночке скидывать фотографии, сделаем чат для своих. Потом он начал перерастать во что-то большее. Мы потрудились в качестве, да, наверное, меня и моей семьи, моей жены, как поддержки в том, чтобы переработать информацию, которую мы получали, и предоставить ее тем людям, которым она нужна. Мои тематические созвоны, которые я начал делать и которые приносят большой плод в жизнь людей, кто их берет, и, естественно, они поддерживают нас, и мы можем чувствовать себя более свободным, более уверенным. Хейтеры, да, привет, инфо-цыган. Евгений на связи, ну, естественно, в кавычках. Если вы планируете переезжать в Америку через Мексику, и у вас есть вопросы по поводу политического убежища, кейса, его устройства, доказательной базы, адвокатской практики, у меня для вас есть выгодное предложение. В свое время, когда я планировал переезд, я потратил очень много времени, сил, нервов и денег, чтобы найти информацию, которая могла и может мне помочь. Я ее нашел, употребил, я ее скомпоновал и готов предоставить ее для вас. Я провел более 70-часовых созвонов и тематических бесед на тему политического убежища, устройства кейса. Ведь важно, чтобы для переезда в Америку у вас было основание для запроса политического убежища. Я не рекомендую переезжать никому или планировать переезд, кто не имеет кейса. Это важно. Приглашаю вас на созвон со мной, напишите мне в личку в Telegram, и мы обязательно запланируем время для звонка лично с вами. Спасибо, что поддерживаете нашу семью просмотрами и то, что приходите к нам на тематическую беседу. Спасибо, ребят, кто доверяет нам. У меня есть куча отзывов, вот они здесь, наверное, сейчас появятся, которые помогают мне чувствовать себя более уверенным и идти дальше, делать какой-то контент и искать полезную информацию относительно кейсов, относительно тех дел, которые выиграны сейчас, или тех, кто сейчас находится в стадии, когда ждет суд и так далее и тому подобное. Но здесь видео не об этом. Кстати, да, не забываем о том, что мы приехали, у нас осталось там 500-600 долларов. Некоторые спрашивают, а сколько у тебя, ты врешь, обманываешь? Я честно не помню. Не больше 600 долларов. И мы купили сим-карты там с Алексеем, съездили, минус, по-моему, 120 сразу. Ну, в общем, они разошлись буквально первые 2 дня. И на второй день я пошел на работу, не забываем. Я купил как час, помню, эти кроссовки. Потом я их покупал еще 2 пары, они стоили 9,96. И шорты за 4 доллара. И я пошел работать. Поэтому в этом плане я подвожу итог, где нам повезло и где мы потрудились. Тем самым получился некий симбиоз, который позволил нам за полгода что сделать из бытового и из интересного. Мы побывали в некоторых местах. Я лично побывал там 2 раза в Лос-Анджелесе, в его окрестностях. Исколесил вдоль и поперек его, и ссылки на обзор Лос-Анджелеса появятся где-то здесь. Я побыл в Сан-Диего, я был вместе с моей семьей в Атланте, мы были в Чарльстоне, мы съездили на океан, в прибрежную зону Мёртл-Бич. Небольшие путешествия совершили, это хороший показатель на самом деле за полгода, потому что, к сожалению, многие за год не могут выехать. У нас есть планы побывать в Майами. Сейчас готовится коллаборация с одним адвокатом. Если все получится, мы поедем в Майами, я уже смотрю билеты, и мы, естественно, хотим поехать в Нью-Йорк. Хотели поехать на Рождество, на Крисмас, но дебет-кредит не сошелся. Поездка была 2500 долларов, мы ее отложили и не поехали. Что получилось приобрести, это, да, телефоны мы купили. У меня тоже есть видео на канале, где мы купили себе телефоны, обновили наши 12 Pro Max на 14 Pro Max по терабайту, чтобы заниматься делами ютубными. Что мы еще приобрели? Мы несколько раз съездили в молл, грубо говоря, там оделись. Получилось так, что мы одели 2 раза детей, и получилось так, что 2,5 раза себя. 1,5 раза меня или 2 раза меня, 1,5 раза жену. Получилось 3,5 раза смогли уже
немножечко прикупить одежды. Я имею в виду, что уже не кроссовки за 10 долларов, а уже более-менее такого бренда, качества. Нам повезло в том, что мне дали автомобиль, и спасибо Артему, кстати, видео мы тоже делали на канале с ним. Артем риэлтор здесь, если что, пишите. Ему он живет у нас в комплексе. Артем, спасибо тебе большое, что ты поддержал, он дал нам просто автомобиль на, по-моему, 3 месяца. Я пользовался его автомобилем, и у меня была возможность сэкономить и скопить на свой автомобиль. У моего босса есть некоторые планы по развитию компании, в которой я работаю. Возможно, получится занять то место, которое мне действительно мое. Кто за мной следит, он знает, что я не строитель, я менеджер маркетолог. Вот, я это делаю хорошо, мне это нравится. Но поскольку я встретил проблемы с языком здесь, я не могу хорошо продавать, я не могу выстраивать как таковой маркетинг, потому что есть культурный барьер. То я помогаю тем, что могу. Я хелпер, мы делаем ремонты, кладем плитку и все, что с этим связано. Сашка хорошо ходит в школу, ей супер нравится, она довольна. Какие у нее показатели? Она пришла, показатели у нее были 0-0-0. Математика 0, слух и чтение, и письмо. Все по нулям. Спустя 2,5 месяца ей сделали проверку, у нее 2-2-3. То есть тройка математика из 4 баллов, да, и остальное по двойке. Это здорово. Полина у нас самый счастливый человек, живет, ест, растет, ждет лета, чтобы пойти в бассейн, ей все нравится. Здоровье у нас тоже в порядке, все классно. С друзьями из церкви у нас круг общения расширяется, знакомства появляются. Хочу сказать, что да, тяжело выстраивать прямо супер дружеские отношения, но те, кто действительно с кем мы сейчас близко, спасибо вам, да, это мой босс, его семья, Паша, Карина, Виталия, Саша, там, всем привет, еще Виталия, всем респектую. Классно. По церкви мы сейчас немножечко в поиске. Сейчас в данный момент посещаем американскую церковь Central Church здесь. Очень большую работу проводят они с ребятишками, моим детям там нравится, и мне тоже. Я не чувствую себя там, напряжно. Мне не нравится религия, да, мне нравится просто живая вера, хорошее послание в чем-то духовном, чтобы, по крайней мере, содержать и стараться содержать себя в норме. Хотя все мы не без греха, и мне еще много в чем нужно меняться, усиливаться, и я тоже много в каких вещах терплю поражений, на внутренних каких-то, физических и так далее.